coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, товарищи! С вами Холды. И да, я наконец-таки вернулся. Приношу свои глубочайшие извинения за то, что отсутствовал. Ну, понимаете, проблемы, да еще потом гулянка на Новый год отмечали. Как раз таки всех с прошедшим Новым годом. Поздравляю вас всех с прошедшим Новым годом. Ну вот, из-за этого вот я не мог записывать ничего. Да еще у меня игры заканчиваются. Мне уже практически нечего записывать, потому что остальные игры у меня не тянутся на запись. Они бы лагали просто, и вы не смогли бы их смотреть. Вот. Ну а теперь вот вышла 3 глава Тани Бани. Наконец-таки, теперь мы можем приступить к ее прохождению. Рекомендую предыдущие серии глянуть. Очень рекомендую. А мы начинаем. Давайте погнали. В просвете между детскими затылками прямо на меня смотрело черно-белое лицо. И это был не Вова. Его фотография, его фото висело рядом. Я узнала щекастую физиономию, нездоровую кожу. Семен. Фотографию Бабурина распечатали и поместили под стекло, как музейный экспонат. Третий эпизод. Дыбом волчья шерсть. Это тот, который Бабурина ненавидел. Думаешь, это он сделал? Я слышал, он со странностями. Я шепот, я буду иногда читать, потому что некоторые голоса все могут просто вам не быть слышны. А во-вторых, мне нужен этот перевод. Мне нужны субтитры английские. В ушах звучал крик Ромки, которым он с Бяшей напутствовал удирающего Семена. Горло тебе перережу, слышишь? Свинья! Неужели Ромка грозился всерьез? Нагнать бывшего приятеля в чаще и... И что? Убить просто так? Давайте, что я сделаю. Я на всякий пожарный чуть-чуть увеличу звук. Вот чуть-чуть. Чуть-чуть я увеличу громкость музыки. Чуть-чуть. Я чуть-чуть увеличу громкость музыки, чтобы уж наверняка. Убить просто так? Нет, в голове не укладывается. Я судорожно протер стекла очков. Очки! Их сжимал в кулаке Семен, уворачиваясь от затрещин своих дружков, теперь бывших. А уже через несколько часов пропажа лежала на моем карнизе. Сложно представить, что Сёма вдруг засовестился и вернул мне очки таким странным образом. Шокированный я шел к классу под гадкие шепотки. А перед глазами все стояла фотография. Сёма пропал. Сёмина нет. Его толстые пальцы не дотянутся до моего горла. Его печатка не врежется в мою скулу. Он больше не унизит меня и не оскорбит. Не этого ли я желал? С другой стороны, разве мне и правда хотелось, чтобы Сёма стал мутным пятном на доске объявлений? Чей-то сын, чей-то внук, над которым измывались так же, как надо мной. Так. Хотел ли я, чтобы незримый соратник разобрался с ним так жестоко? Я не знал ответа. Или боялся его. И все же в школе было и хорошее. Полина, девочка со скрипкой, она была похожа на горный ручей, на колодезную воду, которую пьешь, прихватив губами цинковый ободок ведра, и не можешь напиться. Что если нарисовать историю с ее участием? Будто герой спасает ее от ужасных чудовищ. Едва я подумал про монстров, как парочка одноклассников съехала по перилам, скались, словно инопланетяне из фильма «Чужие». Личинки боязни незамедлительно отложились внутри. Да что их бояться, они теперь твои товарищи и уважают тебя. Да и боятся отчасти теперь. Пропажа Семена, все-таки, я думаю, как-то их все-таки напугало. Все-таки это вот с дырявика он резко пропал.
И вдруг, я думаю, у них есть в голове мысли, что это ты. Попадаться на глаза Ромке и Бяше после вчерашнего не было ни малейшего желания, особенно из-за внезапного исчезновения Семена. Вперед! Войдя в класс, я прошел к последней парте. В тишине, потому что одноклассники резко притихли. Их взгляды буквально пихали меня, трогали, исследовали. Я стиснул кулаки и уставился на свою парту, чуть ли не до потолка, заваленную стопками библиотечных учебников. Словно это я пропал в том заснеженном лесу, и теперь мое место наконец сгодилось для чего-то действительно нужного. Впереди стоял пустой стул Семена. Где-то в другом классе пылился точно такой же стул, покинутый Вовой. Так, можно исследовать. И, честно говоря, мне кажется, вдруг это будет что-то типа такой мини-игры, мы будем так вот двигаться все ближе к учителю. Будут пропадать, все больше будет пропадать учеников, все больше и больше, и, может быть, даже мы будем в этом замешаны. Кто знает, я могу даже это сделать. Я не знаю просто, какие выборы тут будут. Но, скорее всего, я буду, конечно, стараться делать все хорошо, не убивать никого, но посмотрим, как будет дальше. Старенький и дешевый проектор для рулонных диафильмов. Я называл такую модель танчик. Танчик из-за внешнего сходства. Когда-то у меня было много классных сказок, которые мы смотрели с папой в темноте. Помню крошку енота и того, кто сидит в пруду, Маугли, Редьярда Киплинга и многие другие. Тут же меня накрыло воспоминание, как гудел проектор фильмоскопа, как пылал жаром его корпус, яркий луч бил в стену, превращая ее в экран. Жаль, что в школе диафильмы были в основном про полезные минералы и ОБЖ. Я посмотрел на портреты классиков, взгляд остановился на фотографии Есенина. В прошлом году мне задали выучить любое стихотворение, а папа предложил про пса Джима за авторством Сергея Александровича. Всех четверостишей я уже не помню, но конец почему-то врезался мне в память. Она придет, даю тебе поруку, и без меня, в ее уставе взгляд, ты за меня лизни ее нежную руку. За все, в чем был и не был виноват. Такая же вещь была у каждого моего знакомого мальчишки. Пороховые петарды, которые оглушительно взрывались. Которые оглушительно взрываются. Особенно в закрытой арке. Говорят, их собирают в Китае, и они могут оторвать пальцы, если зажать их в кулаке. Особенно эти черные корсары. Пластмассовых солдатиков они, конечно, не взорвут, а вот поделки из пластилина вполне. Все получается. Все. Да, больше нечего смотреть. Давайте дальше. Садимся. Немного помешков. Так, сейчас. Так, давайте, извиняюсь за небольшое промедление, давайте. Немного помешков, я сел за парту Бабурин, куда изначально меня планировала посадить Лилия Павловна. Одноклассники вдруг продолжили разговор, будто кто-то снял фильм с паузы. Бабушка Бабурина такой кипиш устроила, когда он домой не явился. Сначала в школу прибежала, потом ментов вызвала. Да-да-да. Сплетница. Катя с хитрецой посмотрела на меня, а потом склонилась к соседке и зашептала. Перегнулись девочки со второй парты, а она с ними поделилась, зашушукала, быстро закивала. Я ловил на себя ее взгляд ее соседки, взгляды других девочек и мальчиков.
Каждый из них считал нужным посмотреть на меня, словно они искали следы крови на моих пальцах. Так хотелось оправдаться, закричать: «Вы чего? Я не виновен!» Ромка посмотрел как-то тяжело, тревожно. Похоже, он, как и все, был сбит с толку пропажей Семена, огорошен случившимся. И вдруг его взгляд уперся мне в переносицу. Казалось, он вот-вот ткнет в меня пальцем и оглушительно закричит: «Смотрите, эти очки вчера стащил Бабурин! Они вернулись к Антону! Убийца!» Но он молчал, словно не находил в моих очках ничего примечательного. Возможно, я схожу с ума, или Ромка что-то знает. Знает и не хочет об этом говорить. Ну, скорее всего, знает. Он знает про гараж. Знает про пропажи детей. И, скорее всего, он из-за этого еще к тебе именно все-таки поддерживает тебя, потому что, думаю, понимает, что это не твоя вина. А может, ему просто все равно, как и всем прочим. Но тут Ромка подозрительно глянул на Катю, как будто сообщая, что ни капли ей не верит. Мне искренне хотелось, чтобы Ромка меня поддержал. Как и Бяша, что развалился неподалеку, уткнувшись в парту подбородком. Но они молчали. Меня настигла пугающая мысль, что эта парочка может легко меня предать, столкнуть в пропасть, как они уже поступили с Семеном. Словно в поисках защиты, я до боли сжал линейку. Не надо быть Коломбо, чтобы догадаться. Коломбо? Так. Коломбо – американский телесериал про детектива отдела по расследованию убийств Лос-Анджелесской полиции, где бессменно снимался актер Питер Фальк. Кто на Бабурина зуб имел? Кто его вчера ударил? Поиздевался, а после... А вот это вот уже вранье, я над ним не издевался. Это он, блин, на меня напал, вот врунье. Ой-ой. Металлическая линейка выпала из моих ослабевших пальцев, и ее звон заставил детей встрепенуться. Катя осеклась и как будто боязливо съежилась. Заскрипели стулья, одноклассники отодвигались от меня поближе к выходу, к учительскому месту. И не я один уловил перемены. Ромка и Бяша тоже заметили и презрительно поморщились. Хорошо, что они явно были за меня. Да прикуси ты! Бабурин, небось, с бабкой посрался и сдымил на. Молодец, блин. Скоро найдется. Ой, Бяша вообще красавчик, Бяша, красавчик. Нормально. Найдется, ага. Во овраге, со вспоротым брюхом. Я сглотнул. Вообразил Сему на снежной подушке. Лицо белое, как рыбье брюхо, расколотое широкой трещиной рта, а падающие хлопья оседают на стеклянных глазах и заполняют гортань. Видишь, словно говорит он мне презрительно: это все твоя вина. Конечно, Семен услужил мне своим исчезновением. Благодаря ему узоры одноклассников были полны трепета. Но была и обратная сторона медали. Конечно, хоть тебя теперь боятся, но теперь все и подозревают тебя в убийстве. Что если мне вскоре придется заплатить за услугу? Дверь скрипнула, в класс вошла Полина. Я весь подобрался, чтобы не выглядеть перед ней затравленным зверьком. Полина нашла меня взглядом, коротко кивнула и села за парту. Катя вновь ринулась к соседкам, как крыса к угощениям, и зашушукала, косясь то на Полину, то на меня. По классу запрыгали записки. Задребезжала трель звонка, извещая о начале урока. Так, заканчиваем бардак. Дети, встаньте. Петров, тебя это тоже касается? Лилия Павловна прошла к столу, и за ней в кабинет вошел милиционер при параде. Тот, кто приходил недавно в наш дом, высокий, с презрительным...
Высокий, с пронзительным взглядом, под которым ты гнешься, как лоза. Здрасте. Здрасте. Садитесь, познакомьтесь. Это старший лейтенант Константин Владимирович Тихонов. Он задаст вам несколько вопросов и проведет небольшую лекцию по безопасности. Лучше лекция. Одноклассники оживились. Лучше лекция от милиционера, чем уроки. А я готов был высидеть 100 часов русской литературы, лишь бы не терпеть на себе давящий взор лейтенанта. Карие глаза нащупали меня среди учеников, волосы на моем затылке зашевелились от ужаса. Ледяной кол впился в кишки. А правда, что Бабурина маньяк убил? Екатерина, ну-ка цыц. Вопросы здесь взрослые задают. Просто нам всем страшно. Может, убийца бродит где-то рядом? Или сидит у нас за спиной? За эти слова, собака, если у меня будет возможность, вот ты будешь первая, кого я скормлю этим животным странным, если будет такая возможность. Хитрый лисий взгляд обращался ко мне. Тихонов шагнул в проход между рядами и медленно, невыносимо медленно пошел, касаясь пальцами спинок стульев. Ученики едва шеи себе не сворачивали, пристально за ним наблюдая. Так в средневековье зеваки предвкушали публичную экзекуцию. А он шел, неумолимо приближаясь. Я сжал зубы, удерживая вскрик. «Спокойно, дыши. Ты никого не убивал и не похищал». Заранее зная ответ, Тихонов строго спросил. Петров Антон? Да. Встань, Петров. Мышцы окаменели. Я встал, отклеился от стула, почти услышав треск суставов. Хотя бы Полина не оборачивалась, не видела мою застывшую в ужасе гримасу. Очутиться бы сейчас где-нибудь далеко в лесу, зарыться в сугроб и сжаться комочком. Лейтенант глазел так, словно уже застегивал наручники на моих запястьях. Они наверняка холодные, эти браслеты. В голове носились мысли о тюрьме, о детской колонии, где десятки Семенов не оставят на мне живого места. Я ничего не знаю. Я тут ни при чем. А вот тут ты зря сейчас начинаешь оправдываться. Если ты начинаешь оправдываться до того, как тебя спросили о чем-то, это уже первые подозрения ты вызываешь. А тебя никто и не обвиняет. Вот-вот. Пока что. Только теперь я заметил папку с надписью «Дело» в его руке. Серую из шершавого картона. Личное дело 131. Она шлепнулась о стол, словно опустилось лезвие гильотины. Неторопливо продолжая меня изучать, Тихонов открыл папку. Краем глаза я увидел бумаги и фотографии. На снимках были следы на снегу, кажется, звериные. Ты с Семеном Бабуриным общался? Я знал его всего один день. Все знают, Петров его ненавидел. Ого! Я покраснел. Ах ты мерзкая сука! Захотелось вцепиться зубами в Катино лицо и выгрызть ей щеку. Ой, а вот тебе просыпается внутри зверь. Уже мысли про то, что кому-нибудь выгрызть щеку. Но я сказал, совладав с голосом. Мы повздорили вчера. Но он первый начал. Я его ударил. Сильно? Да нет, так. Я неопределенно махнул рукой. Тихонов посмотрел на мой кулак, будто удивляясь, что я способен стукнуть громилу с фотографией. Лилия Павловна неожиданно пришла мне на помощь. Бабурин проблемный подросток. С шилом кое-где. Абсолютно согласен. Сам ко всем лез. Да. Абсолютно верно. Ой-ой-ой, я увидел. Старлей многозначительно кивнул и вдруг выудил из папки тетрадь.
Это твое? Да, это наша тетрадь. Я отвел взгляд. Это была подписанная мною тетрадь по математике. Взгляды одноклассников жадно впились в меня. Даже писатели на портретах будто бы подозрительно сощурились. Мое. В лесу нашли. Там же тракторист, что снег убирал в последний раз, видел Бабурина. Я растерянно заморгал. Рюкзак распотрошил Ромка. Тетрадь наверняка затерялась где-то под кустом. Лейтенант в курсе насчет школьной потасовки, но знает ли он про драку на опушке? У меня были свидетели, которые могли бы подтвердить, что мы с Семеном разошлись по разные стороны баррикад. В надежде я посмотрел на ребят. За спиной Тихонова Ромка прикоснулся указательным пальцем к губам и притворился, что ковыряется в носу, когда лейтенант быстро обернулся. Я расшифровал сигнал. Из уст таких ребят, как Ромка, это прозвучало бы как «Смотри, не мусорнись». Я судорожно поправил очки. Но ведь Семен унес их вчера с собой, а сейчас они... Так что ты делал вчера в лесу, Антон? Скорее всего, он не знает про потасовку, потому что он бы сразу приметил очки. Я в школу через лес хожу. Могла выпасть легко. Легко, именно так далась мне эта половинчатая правда. Будь осторожнее. Ох. И прежде чем я понял, угроза это или пожелание, учительница сказала: Класс. А сейчас лейтенант расскажет о правилах, которые вам необходимо соблюдать. Так маньяк все-таки есть. Пока мы ничего вам сказать не можем. Ромка качнулся на стуле и показал мне большой палец. Молоток, мол, держал язык за зубами. Я кивнул, хотя не ощутил ни малейшей гордости от его похвалы. В конце концов, именно Ромка раскидал мои тетради и учебники по снегу, и он же руководил Семеном, пускай потом и поменял союзников. Ну, во-первых, это единственные твои друзья здесь, все остальные считают тебя маньяком. Это единственные, кто с тобой, можно сказать, сотрудничают, и во-вторых, знают о пропажах детей и об этом чертовом гараже, который мы встретили в предыдущих частях. Из-за этого... Но есть преступник или нет, вы должны четко помнить о собственной безопасности. Из-за этого лучше именно не надо против них вставать, потому что они нам очень полезны. Вас бережет милиция. Вас опекают родители и учителя. Но в первую очередь защищать себя должны вы сами. Итак, кто там что хотел узнать? Лес рук взвился над партами. Дети загалдели, забрасывая милиционера вопросами. Стараясь усмирить хор, он двинулся к доске. Серая папка осталась лежать передо мной. Я смотрел на нее и дышал, как человек, пробежавший 100-метровку. Под свитером струился пот. Ясно. Я оглядел кабинет. Все дети внимали лектору. Только Ромка что-то говорил Бяше. А Лилия Павловна, сражаясь с зевотой, пялилась в окно. Так, я понял. Комендантский час, причин пока нет. Ждем, когда он... Я понял, что я видел... Слишком мало времени прошло с момента исчезновения вашего одноклассника. Мы все уверены, что он найдется живым и здоровым. О! Никто не обращал на меня внимания, и я открыл папку одной рукой. Пальцы же заспешили, перебирая бумаги. Ксения Талаева, 6 лет, ушла из дома в конце декабря. Особые приметы? Ага. Сердце подскочило к груди. На фотографии улыбалась круглолицая девочка, не старше Оли. Первая жертва маньяка? Первый ребенок, растворившийся бесследно в ночном лесу? Я перелистнул документы. Владимир Матюхин, 10 лет. Вова был вторым. Его варежка болталась на суку. Его имя выкрикивали отчаявшиеся взрослые и повторяло глумливое эхо. Лилия Павловна кашлянула, призывая к дисциплине расшумевшихся учеников. Фуф, я дернул руку, папка закрылась. Теперь поговорим о диких животных. Как известно, в наших лесах водятся волки, медведи, лисы. О, фуф, милиционер встал к классу спиной и заскреб мелом по доске. Противно заскрежетало. Не знакомцы.
В деревне почти все друг друга знают в лицо. Так что чужаков обычно сразу замечают. Увидев незнакомца... Лейтенант снова заскрипел мелом. Я, убедившись, что никто не наблюдает, открыл папку и вынул фотографию, притаившуюся на дне. Фу, кажется, я что-то перепутал. Опять ошибку допустил. И вынул фотографии, притаившиеся на дне. Фотографии. Они напоминали стоп-кадры из этой странной передачи. Только вместо крестов на белом фоне корявые рябины. Артерии корневищ, пни и подрезанные молниями сосенки горельника. Снег, много снега. И вдруг тот гараж. От черной постройки тянуло могильным холодом. Но это был не склеп. Гараж. Железный. И, судя по деревьям вокруг, установленные прямо в чаще. Черные ворота словно засасывали меня внутрь. Я уже сталкивался раньше с этим скитающимся по округе контейнером. Вчера. Сначала о нем рассказал Ромка. Он говорил, что в пропаже детей виновен черный гараж, словно тот был живым существом. А затем посреди густого леса я лично встретился с этой постройкой цвета зияющей бездны. А лисичка сказала, что там прятался Вова. Пальцы дрогнули, и фотография спланировала назад в папку. К счастью, упала изнанкой кверху. Смотреть на стальную коробку было физически неприятно. Квитанция. Следователь Тихонов. На дне папки лежал еще и целлофановый пакет, в каких хранят вещдоки. Я открыл его. А внутри... Фу, палец! Отрезанный палец! Моргнул, и мираж тут же рассеялся. Больше не было человеческого обрубка, зато был перстень. Ошарашенный секундной галлюцинацией, я точно перенесся в лес и услышал слова Семена. Ща, парашник, я тебе этой печаткой так заряжу. Перстень тускло блестел на ладони. Я судорожно сжал улику в кулаке, словно ища подтверждение, что она настоящая. От неожиданности я клацнул зубами, вдавился в спинку стула, затравленно моргая. Милиционер молча сгреб папку и нахмурился. Больно ты любопытный, Петров. Тут подошла еще фраза «Любопытные Варвария на базаре нос оторвали». Что есть силы, я попытался выдавить слова, извиниться, вернуть перстень. Но получилось лишь протянуть сжатый кулак с кольцом, затарахтеть, как двигатель у папиной машины в мороз. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Вот. Он пошел к доске, не оглядываясь, а я все сжимал украденную улику и думал о Семене, который теперь наверняка уже мертв. И еще раз. Если вы заметите в поселке кого-то подозрительного, неважно, возле школы или... Подожди, мне кажется, выпало. Сразу сообщайте Не знаю, в милицию. высветится вам или нет. Кое-что скажу. Вам не сейчас должно было высветиться достижение «Моя прелесть». Почему? Ну, потому что я уже пытался снять игру, у меня запись буквально просто слетела. Да. У меня слетела запись, она удалилась каким-то хреном. И из-за этого я потерял именно как раз-таки серию, где было это достижение. Достижение называется «Моя прелесть». Сразу сообщу. Из-за этого его сейчас нет, а оно должно высветиться. Телефон-то знаете? Спасибо, ребята. Хорошо, что у нас есть номер лично этого полицейского. Спасибо, Лилия Павловна. И это... Одноклассника вашего мы найдем. Ну да, подумал я. Поройтесь хорошенько во врагах, может, соберете, как лего. Мысли были злыми и какими-то неуправляемыми. Я переключился на фразу лейтенанта о подозрительных личностях. Вдруг я видел маньяка,
стоял с ним плечом к плечу. Подозрительные люди. Насколько подозрительной была девочка-лиса, разгуливавшая в темноте. Чудачка из ниоткуда, что растворилась в воздухе со своими загадками и стишками. Но могла ли она причинить вред здоровяку Семену? Тьфу, здоровенному Семену? Сказать ли мне об этом лейтенанту? Вдруг от моих слов зависит жизни детей, милой девочки Ксении и Вовы? Или меня поднимут насмех, снова начнут шептаться за спиной, а может того ужаснее, сочтут сумасшедшим? Ромка грозно поглядел на меня через плечо. Вряд ли такой, как он, одобрит сотрудничество с милицией. За сидящим впереди хулиганами беспокойно сновала коса Кати. Рука словно прилипла к парте. До свидания, лейтенант. Тихонов уже прощался с Лилией Павловной. Уйдет. Опоздаю. Почему мы не будем говорить? Почему? Потому что, во-первых, нас сочтут сумасшедшим. Про какую-то лису говорить, которая там с маской, девочку с маской лисы говорить, это нас поднимут насмех. Полицейский нам не поверит и сочтет сумасшедшим. А еще вдобавок, если он узнает про то, что мы таблетки пьем какие-то, то он сразу подумает, понятно, последствия таблеток. Накачали ребенка таблетками, и вот теперь он бредит. И так мы еще вдобавок потеряем уважение Ромки. А нам оно нужно. Мы будем сидеть, промолчать, как я и сделал в предыдущей серии. Достижение, которое там должно высветиться, это молча тише воды, ниже травы. Тише воды, ниже травы. Вот так вот. Это достижение так называется. Ну уж нет. Хватит с меня позора. Тише воды, ниже травы. Как зайчик. Я сцепил замком пальцы и прикусил язык. Зазвенел звонок. Лилия Павловна прошагала, не посмотрев в мою сторону. За ней вышла Полина. Ученики притихли, разом, словно на пульте, убавили звук. Они следили, как я иду по проходу. Прокурорские взгляды, прицелы снайперских винтовок. Протиснувшись сквозь баррикады, парт, ища Полину, наткнулся на своих новых товарищей. Ромка и Бяша караулили у расписания. Я в тебе не ошибся, Тошек. Пацан, не спалил, как мы чуть было свинью не забили. Это повело бы милицию по ложному следу. Наверное. А вы точно не имеете отношения к исчезновению Семена? Мы-то нет, а вот ты. Помнишь, как срулил от нас в потемках? Ага, я так и говорю, очкарик, дверь! Тебя жирного нагонит и кокнет на! Базаришь. Однако мы тебе верим, а ты нам? Знаете, что я сделаю? Извиняюсь, но я сохранюсь здесь. На всякий. Просто я не хочу терять этот диалог. Мне кажется, это идеальная превьюшка. Это просто идеальная превьюшка. Идеальная. Ромка серьезно взглянул в глаза, так что стало неловко, и я закивал. Вот ты славно. Да я им доверяю все-таки, они не предадут все-таки. Как понятно, у Ромки есть морская честь. Они ведь не позволили Семену меня побить именно когда я был слепым. Значит, у них хоть какая-то честь да есть. Ну, возможно. Но я все-таки на это надеюсь, что у них есть понятие чести. Бандитской, но чести. Ромка понизил тон и с подозрением оглядел коридор. Дети поглядывали на нас, шепотом переговаривались. Что ж, Сёма пропал, это правда. Как и факт, что не просто пропал, а скорее всего уже сдох. Бяша нервно передернулся. А ты почем знаешь? Так мы за это уже терли. Здесь такие случаи не впервой.
Думаешь, Сенечка, Вова этот и Сёма в Нарнию попали? Посидят в лесу с карамелькой за щекой и назад пришлепают. Ясно же, кто их к себе прибрал. Неужели черный? Маничела! Бля, буду пацаны, это все местное Чикатило. Чикатило. Давайте почитаем. Еще чуть-чуть, и я думаю, заканчивать будем. Чикатило – советский серийный убийца и людоед. С целью получения сексуального удовлетворения убил с особой жестокостью не менее 43 человек. Преимущественно женщин и детей. Был признан вменяемым и приговорен к расстрелу. Вычислить бы еще, кто он такой. Ну, если этот убийца Бабурина завалил, он и по нашу душу явится, отвечаю. Слушайте, пока Тихонов лекцию читал, я в его папку тайком заглянул. Бяша присвистнул. Там лежало кое-что. Печатка. Семина печатка. И я ее того прихватил. Да ладно! А ну, Закев! Я воровато огляделся, а затем аккуратно показал украденный перстень. Так я и думал, маньетела! На части нас разрезат! Рому информация не впечатлила. Он лишь мрачно кивнул. А еще там фотография была. С гаражом. Черным. Бяшу словно ударили под дых. Бяшу словно ударили под дых. Он отшатнулся, рукой заслонив лицо. Рукой Бляха. Ромка закатил глаза и выругался. Опять 25. Ну, спокойно, братан, спокойно. Бяша, ты же встречал черный гараж раньше, так? Рома говорил, ты даже заглянул в него. Бурятинка била крупная дрожь, словно его нагим выбросили на стужу, и каждый мой последующий вопрос окатывал его, как из ведра. Что ты там видел? Ромка заслонил приятеля грудью, явно недовольный моим допросом. Забудь. Ничего он тебе толком не скажет. Хорошо. Бяше каждый раз мозг на бекрень сворачивает, только коснись этой темы. Коль ты теперь с нами, я тебе в первый, в последний раз рассказываю. Ромка заговорчески склонился ко мне, брезгливо сморщился и, словно нехотя возвращаясь к воспоминаниям, зашептал. Осенью мы с пацанами от нефиг делать черной магией баловались. Хотели, как обычно, призвать пиковую даму там, или над духом Пушкина постебаться. То да сё. А вышло, брат, совсем не весело. Один старый чудило рассказал, что мы можем призвать настоящего духа, если нарушим один строжайший запрет предков. Черт. А я ведь сразу просек, что он ёбнутый. Всего-то надо было пойти за гаражи глубокой ночью, постучать в самый-самый черный, мать его. Так, мол, явится эта черная параша и всех детей заберет в лучший из миров. Охереть не встать. Лучший из миров. Угу. Ну, я думаю, тут мы остановимся. Ой, я сейчас буду продолжать играть, прям не останавливаясь. Мне очень нравится игра. Просто очень. Ух. Ой. Прошу вас, нажмите на кнопочку подписаться, на колокольчик, вы так канал поддержите. И о видео будете первыми узнавать. Пишите комментарии, ставьте лайк, если вам понравилось. И в описании загляните, там будет ссылочка на мой Discord сервер. Буду рад видеть новых членов в нашей небольшой семье. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся и берегитесь черных гаражей.